Загадочные находки. В сердце Принстона, среди множества рукописей и писем, хранящихся в Еврейском университете Иерусалима и Принстоне, находятся не очень известные, но абсолютно реальные дневниковые записи Альберта Эйнштейна из его путешествий в начале 1920-х годов. Эти путевые дневники хранят не мифические тайны, а подлинные размышления великого ученого во время его поездок в Японию, Палестину и Испанию. Написанные в годы, когда мировая экономика терпела изменения, они предлагают интересный взгляд на его научные и личные размышления. Несмотря на то, что эти записи тщательно изучены, зачастую остаются в тени перед его более знаменитыми научными трудами. Однако для тех, кто способен разглядеть нюансы, путевые записи открывают эпизоды жизни Эйнштейна, которые окрашивают его портрет новыми красками. В них живет человек, переживавший за арии нацистской Германии и стремившийся к свободе размышлений. Для исследования этих аспектов и понимания их влияния на великие открытия ученого нам предстоит углубиться в эти дневники. История жизни того времени вплетается в его заметки, создавая невозможные к отделению от его гениальности ниточки. Кто знает, какой очередной удивительный штрих скроется в следующей странице этих путевых записей. Первый взгляд на тайны. В первые страницы путевых дневников Эйнштейна мы вглядываемся с любопытством, словно выискиваем осколки личных размышлений великого ученого. Их содержание интересно не только благодаря, собственно, научным заметкам, но и контексту эпохи. Писал он о своих поездках начала 20-х годов прошлого века, всего лишь через 2 десятилетия после того, как изменил мир своими знаменитейшими теоремами относительности. Из этих страниц выплывает образ исследователя, философа, человека, погруженного в самонаблюдение. Его записи, элементы философских раздумий, наталкивают на размышления о том, как Эйнштейн размышлял о границах человеческого познания. В них мы видим не неизвестные теоремы, а скорее пространные метафизические размышления, неожиданно интересные и актуальные на фоне его громких достижений. Интересно, что эти дневники являются собой не столько научные трактаты, сколько свидетельства внутреннего мира Эйнштейна, его вопросов к самому себе. И порой кажется, что за этими словами скрыты ускользающие мысли, которые, однако, привели его к великим озарениям. Становится ясно, почему он не стремился придавать этим записям широкое значение, однако они все же остаются драгоценной картиной прошлого, помогающей понять, как именно его интуитивный ум продирался сквозь время и пространство. С чем же еще он сталкивался на страницах своего дневника? Эксперименты во времени. Один из удивительных методов, которые помогли Эйнштейну развивать свои великие теории, это мысленные эксперименты. Вместо того, чтобы создавать сложные физические установки, он предпочитал использовать силу воображения. Его способность к абстрактным размышлениям позволяла переноситься в мир, где время и пространство подчинялись иным законам. Давайте представим, Эйнштейн рассуждает о движении вместе со светом в поезде, мчащемся с невероятной скоростью. В этом мысленном эксперименте он пытался понять, как бы время изменило свои свойства, если бы можно было двигаться с такой же скоростью, как и свет. Эти удивительные раздумья открыли новые горизонты в понимании относительности и сделали революцию в физике, изменив представление о времени и пространстве. Теоретические открытия, такие как специальная теория относительности, родились именно из таких дерзких мысленных путешествий. Несмотря на то, что у Эйнштейна не было реальных лабораторий для проверки своих гипотез, его воображение оказалось мощным инструментом, который провел его через сложные лабиринты научной истины. Как создается эта необычайная способность видеть невидимое и прокладывать пути через тернии собственных умозаключений? Этот вопрос оставляет нас в размышлениях и подводит к следующему загадочному открытию, которое затронуло его научные изыскания. Какова же роль природных явлений в глубоком понимании времени и кто мог стать источником вдохновения для Эйнштейна? Тайное вдохновение. Эйнштейн был не только выдающимся физиком, но и настоящим ценителем искусства и философии. В его дневниках видны размышления о глубоких философских концепциях, которые вдохновляли его на интеллектуальные поиски. Хотя прямых упоминаний о Иммануиле Канте в этих записях нет, влияние Бенедикта Спинозы с его пантеистическими взглядами прослеживается четко. Это было известно из других его работ и писем. Музыка занимала особое место в жизни Эйнштейна. Его увлечение игрой на скрипке не просто дополняло его рабочие будни. Музыка становилась катализатором творческих озарений, отвлекая от ежедневного стресса и позволяя находить новые решения для сложнейших научных задач. Эйнштейн использовал ее как средство очищения сознания, которое подпитывало его гениальные мысли энергией и гармонией. Эти разнообразные источники вдохновения, от философских трудов до мелодий великих композиторов, сплетались в единую нить на его пути к великим открытиям. Здесь мы видим, как его гениальные идеи, зарождаясь из невероятных комбинаций искусств и науки, постепенно становились реальностью.
Они росли на территории, свободной от географических ограничений, охватывая весь мир. Но какие еще исторические открытия вскрыли страницы этих дневников и как они продолжают сохранять свое таинственное влияние по сей день? Неизвестная теория. Среди множества научных работ Альберта Эйнштейна есть те моменты, которые остаются не полностью оцененными. Его поиски единой теории поля, стремление объединить гравитацию и электромагнетизм — это одни из тех областей, которые он усердно исследовал. Особое внимание ему уделялось в середине 20-х годов, когда ученые стали обращать больше внимания на возможность объединения известных сил природы. Хотя эти исследования не привели к решению всех вопросов физики, они вдохновили последующие достижения в теории струн и исследования в области квантовой гравитации. В своих трудах Эйнштейн продолжал развивать идеи об общей теории относительности и пытался соединить их с электромагнетизмом в единую математическую систему. Одним из увлекательных аспектов его работы является внимание к пятимерным пространствам в его коллаборациях с математиком Теодором Калуцей. Это одна из ранних попыток понять, как гравитация и электромагнетизм могут быть объединены в пространстве, внутри которого существовало бы больше измерений. Эти работы выглядели не столь фантастически, как звучат. Это было основано на строгих математических выкладках и исследовании природы физики. Эта часть наследия Эйнштейна остается важной, ведь она заложила основы для современных теоретических исследований. Эйнштейн всегда признавал, что его работы находятся в статусе процесса поиска, и именно это позволило следующим поколениям ученых вдохновиться и пройти дальше по этому пути. Неудивительно, что именно такие научные изыскания вызывают интерес и вдохновение до сих пор. Располагаясь на грани логического и философского, его мысли открывают двери к новым возможностям. Что же еще мог скрывать этот нетронутый свиток знаний времени? Ожидает ли нас еще нечто не менее интригующее? Шифрованные записи. В дневниках Альберта Эйнштейна нет таинственных шифров или секретных кодов. Однако их реальные записи — это настоящий кладезь научных идей и размышлений. Эти дневники позволяют заглянуть в процесс эволюции его теорий и понять, как они оформлялись в конечную форму. Незамеченные и недооцененные детали, казавшиеся незначительными в его эпоху, продолжают вызывать интерес у современного научного сообщества. Эти рукописи, по своей сути, это нескончаемый поток мыслей, который переплетается с математическими выкладками. Иногда это описание попыток осмыслить объединение физики, которые сегодня вдохновляют ученых работать над теорией струн или квантовой гравитации. Знание процессов, как он продвигался к открытию теории относительности, его пристальное внимание на интеграцию гравитации с другими взаимодействиями во Вселенной — все это помогает исследователям создавать новую научную Вселенную. Величие Эйнштейна лежит в том, что его попытки ответить на великие вопросы физики до сей остаются актуальны. Ученые продолжают изучать его труд, и в стенах лабораторий по всему миру его наследие живет в исследовательских проектах новых поколений. Дорога, начатая Эйнштейном, продолжается и сегодня, ведя современных физиков вперед к новым открытиям. Но ведь каждый из его записей — небольшой мостик к тем неизведанным горизонтам, которые нас ждут. Как же это удивительно и захватывающе. Какая следующая глава истории Эйнштейна поможет нам постичь его внутренний мир, личные переживания? Альберт Эйнштейн оставил за собой множество личных записей, в которых он делился своими внутренними переживаниями без намерения опубликовать их. Эти дневники открывают мир его эмоциональных кризисов и сомнений, ведь он, как и многие великие умы, тоже искал признания в начале своего научного пути. В своей личной жизни, полной вызовов, двух браков и столкновений с близкими, Эйнштейн никогда не был безразличен или отстранен. Его глубинная человечность, наполненная страстями и комплексными взаимоотношениями, противостояла его жажде научной истины. Он не был замкнутым в себе гением. Напротив, его богатый внутренний мир сказывался на всем, чем он занимался, и его глубокие эмоции только подчеркивали его уникальность. Хотя никто не может точно определить, насколько его личные переживания влияли на его научные достижения, нет сомнений, что они играли роль в формировании его мировосприятия. Это было скорее созидание внутреннего резонанса, нежели чем прямая зависимость. Его способности выжить в сложных жизненных ситуациях принесло ему не только мировую известность, но и позволило заглянуть за горизонт привычного научного мышления, предвосхищая новую эру в физике. История Эйнштейна — это не только история борьбы, но и свидетельство будущих поколений о том, как личные сложности и поиски своего места отражаются в достижениях. Эти дневники доказывают, что его эмоциональный и внутренний мир всегда были важной составляющей его гениальности. Какие еще силуэты из прошлого его жизни могут пролить свет на тайны, оставленные великим ученым? Секретный помощник?
Хотя в легендах о Эйнштейне часто присутствуют элементы мистификации, реальная история его влияния связана с вполне конкретными людьми и событиями. Когда Эйнштейн работал над своими революционными идеями, он не был одинок. Одним из его известных сотрудников был Лео Силард, венгерский физик, который поддерживал его в начале 20-х годов. Их совместный вклад в развитие теоретической физики многократно доказан исторической летописью. Эйнштейн и Силард вместе создали и запатентовали холодильник в 1926 году, доказав, что инновации могут выходить далеко за пределы их основного научного поля. Их коллабораторская работа не была окружена тайной, но оставила свой яркий след в технологии. К тому же научная переписка Эйнштейна с такими гигантами, как Нильс Бор, послужила почвой для плодотворного обмена идеями, и здесь не осталось места для вымысла о секретных помощниках. Эйнштейн ценил обмен знаниями с коллегами, что принадлежало к открытому миру научных дискуссий того времени. Совместные усилия Эйнштейна и его известных соратников оставили неизгладимый след в истории науки, и хотя в этих взаимоотношениях не было невидимых героев, именно они способствовали созданию основ современной физики. Каков же следующий виток истории будет раскрыт по мере изучения оставленных им записей? На горизонте еще много неизвестных факторов, обещающих новые неожиданные открытия. Мистическая встреча. Научный мир 20 века, окруженный бумагами и рукописями, скрывал немало буквально забытых эпизодов. Одна из таких историй касается Берлина в период с 1914 по 1933 год, где Эйнштейн провел плодотворные годы работы и общения с крупнейшими умами своего времени. Малоизвестный факт. В считанных разговорах с коллегами он всегда стремился шагнуть за границы привычного научного дискурса, задаваясь вопросами природы, времени и пространства. Среди сохранившихся документов существует часто игнорируемая переписка, в которой упоминались обсуждения, выходящие за рамки традиционной физики. Эти диалоги, хотя и документально не подтверждены как исторические события на грани невозможного, открывают завесу над тем, что действительно волновало Эйнштейна помимо классических научных тем. Он обладал невероятной способностью видеть время и пространство не просто в контексте уравнений, но как нечто гораздо более глубокое и таинственное. Несмотря на отсутствие конкретных имен и дат, именно эти мистические размышления Эйнштейна и его стремление к познанию непознанного добавляют загадочности во всю его жизнь в Берлине. История загадочной встречи, возможно, и не имеет достоверных источников, но она служит вечным напоминанием о том, как глубоки были интеллектуальные поиски великого ученого. Кажется, что за каждым новым открытием оставался невидимый след незаконченных вопросов и тайн, которые и по сей день продолжают провоцировать воображение. Какая же следующая страница из жизни Эйнштейна сможет осветить его удивительный ментальный мир? Неведомое наследие. Эйнштейна до сих пор остается предметом обсуждений и вдохновляет новое поколение ученых. В его записках нет намеренно оставленных загадок или зашифрованных посланий для будущих исследователей, но от этого они не менее значимы. Эйнштейн оставил после себя огромный пласт черновиков и заметок, более 110 документов, представляющих собой не что иное, как эволюцию его научных идей. Хотя в его записях нет прямых упоминаний концепций вроде многомерной интерпретации квантовой механики или темной материи, его работы по-прежнему остаются основополагающими для развития этих областей. Да, сам Эйнштейн называл расширяющуюся Вселенную отвратительной, но позже принял эту модель как часть развивающейся космологической теории. Это прекрасное свидетельство того, как его мышление адаптировалось в ответ на развитие научных знаний. Его писания, такие как личные заметки из поездки в Японию в 1922 году, дают нам уникальный взгляд на философские размышления ученого. Вместе с этим его неисчислимые письма и обсуждения, как, например, о связи исчезновения пчел с экосистемой, показывают дальновидность, проявляемую во всем, чем он занимался. Таким образом, наследие Эйнштейна — это не скрытые загадки или криптограммы, а впечатляющее наследие эволюции научных идей. Это доказательство того, как далеко его мысли могли зайти, продолжая двигать науку вперед. И хотя многие вопросы, которые он задавал, остались неразрешенными, его влияние ощущается и по сей день, вплетаясь в ткань современных исследований и дискуссий. Что еще может открыться нам из этих удивительных документов, когда мы углубимся в его мир научных идеалов и прозрений? Возможно, именно здесь кроется ключ к новым открытиям, к новым эпохам знания и понимания. Закрытая конференция. Наука 20 века знала множество ярких встреч и обсуждений, и одно из таких важных собраний — это знаменитый Пятый Сальвеевский конгресс в Брюсселе, который состоялся в 1927 году.
Там собрались невероятные умы, такие как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и Эрвин Шрёдингер, чтобы обсудить будущее физики, погрузившись в тему, связанную с электронами и фотонами. Эти академические собрания оказались в центре внимания, став ареной для ожесточенной дискуссии между Эйнштейном и Бором. Именно там разгорелся исторический спор, который противопоставил классический детерминизм Эйнштейна и квантовый индетерминизм Бора. В результате квантово-механические идеи Бора получили признание, а усилия Эйнштейна сохранить классическое представление о мире не были успешными. Эта фундаментальная дискуссия ознаменовала важный шаг в становлении квантовой механики. Исторические записи подтверждают, что эти дискуссии велись открыто и стали знаковыми в научном сообществе. Хотя часто говорят о закрытых встречах, между строками официальных документальных источников трудно найти подтверждение их существования. Есть предположение, что такие конфиденциальные разговоры могли иметь место, однако они остаются скорее частью легенд, чем фактами. Эйнштейн, как один из самых почитаемых и опытных ученых своего времени, стал символом научных поисков, и его мысли продолжали вдохновлять. Он не просто как ученик или учитель, а как авторитетный коллега оставил неизгладимый след в физике. Дискурсы, открытые исследования и публикации оставили его идеи навечно вплетенными в ткань квантовой механики. В движении новых открытий всегда находилось место великому научному спору, ведь именно он стал залогом эволюции квантовой механики, которая, начиная с открытых дебатов, превратилась в одну из доминирующих концепций современной физики. Каждый шаг этого путешествия демонстрирует, как сила открытого мышления и взаимодействия привела к прогрессу, и как реализация великих идей все еще оставляет нас в ожидании дальнейших открытий. Как же удивительна эта дорога, усеянная бесконечными вопросами и ответами. Эпилог. Наследие Эйнштейна. Эйнштейн, чьи записи теперь доступны в рамках проекта Digital Einstein Papers, остается невероятно влиятельной фигурой благодаря ужасающей широте его интересов и многогранности его наследия. Изучение 13 томов архивов, включая не только научные труды, но и личные дневники до 1923 года, позволяет раскрыть неизвестные аспекты его жизни и идей. Открытие дневников проливает свет на великого ученого как личность, чьи размышления простирались от научных теорий до философских раздумий и личных зарисовок. Эти записи, созданные в основном для себя самого, а не для публики, очерчивают фигуру мыслителя, который балансировал между поиском абсолютной истины и бесконечностью человеческого познания. Изучая путевой дневник Эйнштейна 1922 года, когда он путешествовал по Востоку, можно почувствовать, как его взор обращался не только на науку, но и на культурные и философские материи. Наследие Эйнштейна включает порядка 300 научных трудов и более 450 ненаучных публикаций, подтверждая его значительное влияние на такие разноплановые области, как теории черных дыр и гравитационных волн, концепции пространства-времени и даже повседневные технологии, как, например, GPS. Он оставил после себя не просто научный вклад, но живое наследие, наследие мыслителя, философа и гуманиста, который вдохновлял и продолжает вдохновлять поколения будущих исследователей. Эти дневники и записи становятся не просто вкладом в историю физики, но и в понимание самого Эйнштейна, человека, который своим влиянием вышел за пределы времени, продолжая разжигать пламя человеческого любопытства и стремления к знаниям. Размышляя о его записи, не только исследователи, но и все, кому интересно великое наследие Эйнштейна, смогут раскрыть новые горизонты и обрести вдохновение для собственных открытий в бесконечной вселенной знаний.